Доброе утро. Ездить между странами стало невозможно. Передвигаться по городу, в вашем случае, стало сложнее. В моем случае нормально, но мои заграничные поездки и поездки в Китай остановились, поэтому контента у меня особо нету. Я, как и все, пострадал от коронавируса, и мне пришлось переключиться на совершенно новый бизнес. Я занимаюсь масками, продажами таких масок и тестами на коронавирус. Переход на новый бизнес, но новый вид деятельности — это всегда такие прям движения, и это всегда отсутствие времени. Мне не хватает времени на то, чтобы снимать про тачки, и вообще не хватает времени, чтобы заниматься своими любимыми автомобилями. Я решил снимать вот то, чем я занимаюсь, показывать вам, делиться с тем, что происходит в моей жизни. Как я зарабатываю на эти тачки, как это жить в самом дорогом городе, одном из самых дорогих городов мира. И вы, скорее всего, сидите дома, потому что у вас жесткий карантин. А у меня такой карантин лайт, и я думаю, что вам просто это будет интересно и полезно. Дорога с дома до офиса занимает у меня примерно 40 минут. Я живу на острове Лантау, а мой офис расположен на материковой части Гонконга в районе Лайчжикок. И это дорога, по которой я езжу каждый день. Сегодня у меня не так много дел. Мне нужно узнать, поступили деньги за тесты на коронавирус или не поступили. Если они поступили, то нужно поторопить поставщика, чтобы быстрее все отправил. Потом мне нужно разобраться с масками. Я продаю маски в Гонконге. И сегодня приходит большая партия. Нужно придумать, куда ее вообще запихнуть и деть. И третье дело — разобраться, что вообще происходит на рынке одноразовых масок, в том числе в русскоязычных странах. Кстати, напишите в комментариях, с какого вы города и какая у вас ситуация вообще с масками. Меня вот настораживает полицейский, который перед нами едет и смотрит, что происходит в нашей машине. Но мы на полицейского не обращаем внимания, и не обгоняем его. В это время машин обычно намного больше, но из-за коронавируса у нас тоже меньше людей выходит на работу, и в целом меньше людей везде. У нас сейчас 12 часов дня. Многие скажут, что во сколько же ты просыпаешься, почему так поздно на работу едешь? Вы правы. Я очень поздно ложусь и не очень рано встаю. То есть у меня начинается день в Гонконге. Вечером у меня продолжается день, это день по Европе, по России. И ночью у меня какие-то диалоги, дела с Америкой, у которых наступает раннее утро. Парковка в здании, в котором расположен мой офис, стоит 27 гонконгских долларов в час. Я предпочитаю парковаться на улице и рассчитываю на то, что штрафуют меня не каждый день, и это выгоднее. Как видите, у нас все люди ходят в масках, 100% населения.你们走的时候的话，先不要说贴满。他们在，好，马上过来了，好，拜拜。Жутко неудобно, что iPhone перестал меня узнавать. Это ужас. Нужно сделать Face ID, Face Recognition с учетом маски.
Руки продезинфицировать, помыть можно везде и бесплатно. У нас во всех офисных зданиях есть такие вот урны специально для масок. У нас люди не заходят в лифт, если кто-то в лифте уже есть. Все стараются сторониться, и я, наверное, единственный, кто не носит с собой салфеточку, чтобы нажать на кнопку в лифте. Хотя при всем при том, что на всех кнопках наклеена такая специальная пластиковая пленка, видите? То есть вот она. Вот нам сейчас покажут офис, который я могу снять. О, ой! Раз, два, 3, 4, 5, 6. Здесь поместится 10-12 палет. 10个托盘可以放。什么时候开始？明天可以。可以啊。 берем. Офис снял. Что самое удобное, от этого офиса до моего офиса идти вот ровно столько, сколько я прошел. Плохо, что туда не заезжает палета, придется ручками в ящики загружать, ну ничего страшного. У меня рука болит, поэтому я этого делать не буду. А офис классный. А в офисе меня ждет вот такая бумажка. Это лицензия для моей Интегры. Наконец-то я могу на ней ездить. Вот сегодня передо мной ехал полицейский. Если бы у меня не было, если бы я ехал бы на Интегре, он меня точно остановил бы и выдал мне штраф. Вот эту штучку я оформлял очень долго. И наконец-то она у меня появилась, поэтому я теперь могу каждый день рассекать на Интегре. Завтра поеду на ней. 300块钱，把那个广告放在推到上面1个星期。我服了，你还花钱？好吧。你对网上的事情你一点都不懂，一点都不懂。 У меня обед, поэтому я иду в свое любимое место. Там по-китайски все дешево, вкусно и для местных. Итак, моем руки, снимаем маску и расскажу, что я ем. Это вот свининка очень вкусная с рисом, рис не мне. Вот это самый знаменитый в Гонконге чай, молочный чай, его прям варят в молоке. Похож на масала ти, но менее пряный. Мой оператор будет есть прекрасную вот такую вот вареную курочку и тофу. Вот это бизнес-ланч на двоих. Стоит он 88 гонконгских долларов. Это примерно 11 американских. Для Гонконга это очень дешево. А вот на входе в этот ресторанчик прям такая большая табличка только для местных. То есть вот мы пришли во время, когда уже обед закончился, а во время обеда, который с 12 до 2, здесь не протолкнуться, людей подсаживают прям, не знаю, пришел бы я, меня подсадили бы кому-нибудь. То есть приходишь вдвоем-троем, все равно всех подсаживают вместе и как бы все вместе организованно обедают. А у меня сейчас в офисе небольшой бардак. Я решил снять на 2 недели соседний офис за 3000 гонконгских долларов, это примерно 500 американских. Мой партнер, в общем, против этого, говорит, давай лучше отвезем маски, которые нам сегодня должны приехать ко мне домой. Вот, в общем, спорили, в итоге решили, что если у него дома будет лежать 100 тысяч или 200 тысяч масок, это будет не очень удобно и для клиентов, которым мы ему продаем, и для его семьи, которая офигеет такого количества масок дома. Вот такие дела. Ну что ж, приятного аппетита. Кстати, смотрите, как у нас все удобно. Смотрим. Прямо в столе у нас палочки, вилочки, ложечки. В общем, все организовано, грамотно, опробировано на местном населении. И главное, что это вкусно. В Гонконге, как и в Китае, очень удобно и выгодно есть толпой. Потому что можно попробовать все на столе. Курочка невероятно вкусная. Прям, ребятки, прям сделано для местных. Коллега говорит, что у нас на Централе образовалась огромная очередь иностранцев, которые пытаются отправить маски через DHL или через почту себе домой. Мне пришла идея, а не предложить ли бы еще и наши маски? Тесты на коронавирус отправляются своим получателям.
И мои дела закончились в офисе, потому что маски, вот такие вот маски, которые должны были сегодня приехать, не приедут сегодня, приедут завтра. Поэтому я еду на остров Гонконг, в толпу иностранцев, которые пытаются отправить масочки своим друзьям и родственникам, попробую им продать свои маски. Для тех, кто не знает, я сейчас нахожусь на острове Гонконг в районе Централ. Это сердце города Гонконг. Вот за моей спиной самое дорогое здание в мире называется HSBC. Мой любимый банк. Пойдем посмотрим, что за очередь здесь и что вообще происходит с масками. Погнали. Вот F. Место найдено, очередь не найдено. Желающих купить маски, ну, не знаю. Мне кажется, не очень много. When they get the last ticket number, Yeah. they need to wait around 5 hours. How much does it cost to ship to send those masks? Depends how many. One box. And the place. Europe? 六啊，5啊。For your reference, yeah. Okay. Song number 5. Thank you, sir. You're Thanks. welcome. Yeah, bye. Bye. Короче, все выяснил. Стоит очередь, на самом деле осталась. В очереди стоит сейчас 60 человек. DHL сказал, давайте-ка мы всем вам выдадим электронные номера. Один человек уходит, следующему приходит сообщение о том, что приходи, сдавай свою посылочку. Посылочки стоят примерно от 60 американских долларов, ну и там до бесконечности. В одну посылочку за 60 американских долларов можно положить 2 коробки масок. Много это или мало? Ну, мне кажется, накладненько. Но мне рассказали, что на коробке должен быть значок CE. А я вот не знаю, на моих масках вообще есть такой значок или нет. Почему-то я об этом не думал. Документы у меня все для их отправки есть, но вот про значок пойдем посмотрим. Все есть, но значка CE нету. Короче, у меня 2 новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошая, я купил бомбы в ванну своим девочкам, они вкусно пахнут, и, наверное, они будут очень сильно радоваться, когда будут принимать ванну в следующий раз. Плохая новость, на упаковке на моих масках нет значка CE для Евросоюза. А это говорит о том, что их не примут в DHL для отправки в Европу. Это печаль. Мы заказывали эти маски для Гонконга, соответственно, производитель отгрузил их без маркировки CE. Что делать, блин? Человек, когда обнаруживает у себя симптомы типа повышенной температуры, кашля, там, не знаю, насморка, да, вот все, что похоже на простуду, он берет кровь из пальца, капает вот на эту бумажку, и на этой бумажке, если вот количество вот этих антител большое, то высвечивается полоска. Если количество этих антител маленькое, то полоска не высвечивается. То есть это тест, который работает только когда человека уже, организм борется с вирусом. Можно вопрос? Конечно. Маленький? То есть он определяет именно иммуноглобулин М, который острая фаза. То есть иммуноглобулин G, если там человек переболел, он не покажет. Правильно я понимаю? Так, Только если показывает. острая фаза и коронавирус. Показывает. То есть, смотрите, я не медик, я вот всю информацию черпаю от наших клиентов, потому что производитель рассказывает, что это вообще лучшие тесты и так далее, я привык китайцам не верить.
И один из наших клиентов, с которым я, к сожалению, пока не общался лично, ну там через посредник, то есть посредник нам сказал, что в Америке доктор тестировал и сказал, что это отличный тест не только, чтобы определить, ну, что человек болеет или не болеет, но и определить, является ли человек донором. Ну, то есть вот такой еще момент. И еще один момент, что же, у них есть какой-то процент достоверности или, может быть, процент ошибки, потому что вот этот вот процент достоверности от 60 до 80%. Все равно погрешность есть. Здесь есть какое-то исследование по погрешности или 100% прям показывает? Нет, 100% конечно же не показывает. Китайцы говорят, что 98%. Самый наш большой заказчик Дубай говорят, что в лабораторных условиях у них было 95%. Отлично. Как это по-настоящему по факту, я, к сожалению, проверить не могу. У меня ни лаборатории нет, и я не знаю, как это делать. У меня на сегодня осталось 2 дела. Первое дело – это Америка. А второе дело – это очень страшное дело, неприятное, гадкое и мерзкое. На прошлой или на позапрошлой неделе ко мне обратился друг из Питера, обеспеченный, богатый чувак, и сказал: слушай, я хочу потратить не $100 000 на то, чтобы купить маски и защитные костюмы и подарить их больницам на территории Российской Федерации. Мы собрали первый сет, маски и защитные костюмы. Отправили их самолетом в Москву, в аэропорт Шереметьево-2. И вот сегодня я разговаривал с помощницей моего друга, и она говорит, что до сих пор эти костюмы и маски не растаможены. Значит, первый шок. Главврач Боткинской больницы Питера отказался принимать эти маски и костюмы, в качестве просто подарка. А второе, по какой-то причине таможенная служба, мне очень интересно узнать, я жду переписку с таможенной службой, кто именно этот человек, который не дает ввести маски и костюмы и то отличного качества, чтобы их просто отдали в больницу. Если меня слышит кто-либо, кто работает в таможенной службе и принимает решения, вы глаза откройте и поймите, что ваши действия приводят к смертям. Дайте завозить нормальные маски, сделайте нормальную проверку. Если вы не понимаете, как это делать, обратитесь ко мне, я вам дам четкие инструкции, как определить плохую маску, как отличить плохую маску от хорошей. Друзья, ссылки на магазин, где можно купить маски и тесты, в описании к этому видео. Напишите в комментариях, что происходит у вас. Я имею в виду, как вы приспосабливаетесь к новой реальности. Есть ли у вас какие-то идеи, которые вы уже воплотили или хотите воплотить, чтобы сохранить свое благополучие и остаться в нормальном состоянии. Делитесь своей информацией, если вам понравился этот видос, поставьте жирный лайк и распространите видео среди своих друзей. С вами был Степан и канал Урбан. Пока.